Мы благодарим тебя за время. Сегодня у нас в гостях брат с Кабардино-Балкарии Азамат. Тема достаточно интересная. Как бы ты ее назвал правильно? Тема сохранения многообразия, богатства кавказских языков, диалектов и важность использования цифровых технологий в их сохранении, в их распространении, можно сказать, и для передачи тем, кто им мало владеет или хотел бы выучить какое-то одно направление. Азамат, я начну чуть-чуть с предыстории. Скажи, пожалуйста, почему и когда впервые ты обратил внимание на важность этой темы? Ну, я так думаю, как и все, когда ты видишь, что языком владеют не все, у кого-то возникают сложности в изучении, при этом человек может быть представителем того народа, где он может даже выбирать из нескольких диалектов, из нескольких языков, возможно, даже у него и мать, и отец, как правило, могли владеть не одним, а двумя даже языками. Но при этом человек не владел ни одним из них. Помимо этого, разумеется, это материал. Со временем технологий, пока у тебя есть телефон, пока у тебя есть компьютер и ноутбук, легче, конечно, будет изучать по нему, потому что он всегда рядом с тобой, и ты быстрее находишь нужную тебе информацию. Под это нужно было уже адаптировать все вот изучение, распространение, как я и сказал. Поэтому мы пришли к этой теме, и пока, как я, например, вижу, удачно. Правда ли, что с момента появления телевизоров, компьютеров, телефонов, сохранение языка резко сократилось, народного языка? Да, конечно, причем это видно с каждым годом все сильнее, потому что в моем детстве, допустим, не было открытого доступа в интернет такого быстрого. Ну, он был, но, конечно, там в более редких местах. Он не был такой быстрый, не было столько материала, а сейчас доступно практически все. Хотя мы также смотрели телевизор, мы также смотрели видеокассеты, но у нас была какая-то альтернатива. У нас были разговоры дома на родном языке, у нас были каникулы в селе, ну, условно. Сейчас эти каникулы в селе проходят также с телефоном, там также интернет уже практически везде доступен, поэтому ситуация, наверное, не столько уравнялась, сколько уже перешла в руки интернета и общедоступных языков, скажем так. Вот скажи, пожалуйста, какой способ ты выбрал? Мог бы ты более подробно рассказать? Да, конечно. Мы выбрали, можно сказать, что он стандартный, но он не стандартный по отношению к самому методу. Если раньше это были методички, ты мог найти условно какую-либо книжечку, где были разговорные фразы, или там ту же тетрадку сам себе выписать. Мы сделали упор именно на цифровые технологии. Это приложение, так, чтобы человек мог зайти, посмотреть, периодически заходить, также смотреть, не носить с собой ничего дополнительно, и все, скажем, работало быстрее. Это и интереснее, это и современнее, это и надежнее, действеннее скорее. Плюсом ко всему мы стараемся учитывать все, скажем, мелочи, все нюансы того, что человек из определенного этноса может иметь пару диалектов, и он может выбрать тот, который ему нужен. По крайней мере, сейчас мы стремимся именно к этому. Конечно, представлены еще не все, но мы будем к этому стремиться обязательно. Ну давай озвучим. Это такая программа, которую можно скачать на телефон. Да, сейчас можно ее скачать на телефон, и там и на iOS, и на Android, там доступны уже несколько языков. Мы всегда ждем, будем рады сотрудничеству так, чтобы представитель своего этноса, который заинтересован также в том, что мы делаем, в сохранении, в распространении, чтобы он помогал нам также с заполнением, потому что, к сожалению, одним делать это все слишком затратно по времени и нерационально. Я знаю, что еще наши абхазские братья тоже создали программу «Родной язык». Слышала ли ты, что еще ли кто-либо с Кавказа создал подобные программы?
К сожалению, нет, именно профильный определенного толка мы пока не встречали. Опять же, уточню, что вообще, когда мы начинали, не только с этим приложением, в принципе, наша студия, мы начинали с того, что была другая вообще программа, она не скачивалась, она была в онлайне, ее можно было открыть через браузер. Она-то как раз и делалась с расчетом на то, что можно будет добавить все диалекты в карточку на одной странице одного языка. Там был и алфавит, там был и озвучка, условно, если есть разница между двумя словами, ты мог посмотреть, как это слово звучит на разных диалектах, но в рамках одного языка. Вот. И постепенно мы сейчас подошли именно уже к действующим, потому что начали с базы, так сказать, чтобы было уже цельное приложение, и уже человек мог с чего-то начинать. А дальше, если ему будет интересно, конечно, он может продолжить. Ну вот сейчас я открываю эту программу, вижу тут язык абазов, абазим. Абхазы, абазин — это один народ, но диалект, да. диалекты, ашхаровский и так далее. Апсуа, Ирон и Дигорон, да. То есть два диалекта осетинского. Да, обязательно, конечно. Они сегодня действующие, так же, как и абазинский и абхазский. На нем говорит определенное количество людей. Понятно, что литературный в Осетии иронский, но оставлять без внимания, конечно, такие вещи не стоит. А какие еще у вас есть диалекты? Вот я планирую добавить свой западный адыгский. Это тимиргоевский диалект адыгского языка. Сейчас там уже представлен кабардинский диалект адыгского языка. И вы можете там заметить, представлен даргинский язык, представлен из даргинской группы языков кайтакский язык и кубачинский язык. Это все одна группа языков, но уже вот 3 вариации представлено. Да, это сложная работа, и это только начало. Надеемся, что только начало, конечно. Азамат, сколько у вас человек в команде? Есть переводчики, то есть от каждого языка выступает определенный представитель. Это команда. В основном, конечно, к разработке самой я не имел отношения, и уже позже подключился, в общем, как кураторство, где я набирал людей, там собирал материал, уточнял сроки. Изначально это было 2 человек. Идея создания принадлежит парню из Осетии, Алихану Харанову. И разработкой занимался наш друг, тоже близкий, Магомед Магомедов. С них как бы все началось, а сейчас уже вот команда из переводчиков и остальных. Обычно я не задаю некорректные вопросы, связанные с финансированием, но здесь это прямая взаимосвязь, мне кажется. А как вы его находили? Есть ли оно вообще? И как... Нет никакого финансирования. Все на добровольных началах, конечно, потому что это такие вещи, на которые нельзя ориентироваться, что сперва нас профинансируют, а потом мы что-то сделаем. Наоборот, нужно сперва что-то сделать, показать, и потом уже, возможно, будет какое-то финансирование. Очень многие проекты на Кавказе остановились именно поэтому. У человека был какой-то концепт, но он замораживался, потому что вот не было какого-либо финансирования. Азамата, есть, это так, условный, конечно, вопрос, мы сами с этим сталкиваемся, поэтому я уже предполагаю, какой ответ, но все-таки не могу не спросить. Ведь есть различные министерства образования, культуры, меценаты. Вы пробовали с ними связаться? Нет, потому что мы очень ценим свою самостоятельность, скажем. Мы ценим свои подходы. И просто подозреваю, может это субъективно очень, что нам будут говорить, как правильнее делать. А вы хотите сохранить свое авторство? Конечно, мы хотим сохранить свой подход. Это, во-первых. Во-вторых, ни для кого не секрет там, что вот мы сейчас говорили об одной группе языков, что в других случаях, вот в этих министерствах, как правило, диалекты могут читаться разными языками.
а говоры диалектами. В этом уже как можно найти камень преткновения, с которым могут не согласиться. Мы говорили про адыгский язык, сейчас он называется адыгейский и кабардино-черкесский язык. Поэтому Много подводных камней получается. условно можно так сказать. Но, опять же, субъективно я считаю, что нам нужно просто сохранять свою самостоятельность, двигаться так, как мы уже начали. При этом они наверняка проводят какие-либо полевые работы, какие-то записи, которые могли бы очень быть полезны. То есть можно было даже не находить представителя, самому найти материал, у них все взять, как бы загрузить, и вот, пожалуйста. Азамат, а как вы сохраняете себя, скажем так, от ошибок, которые могут произойти? Ошибок в самом материале или... Да, в самом материале. Ошибки и сейчас есть. Вот, например, я занимался загрузкой Абазинского, его точнее, переводил один мой друг, а озвучивала такая же моя знакомая. К нам сразу обратились, сказали, что есть ряд ошибок, которые там надо поправить, но, опять же, все упирается в то, что представитель, который занимается переводом, занимается озвучкой, может быть, это даже чуть цинично, но проверять эти ошибки должен именно он. Проверять эти ошибки должен именно он. Точнее, даже не просто он, а в принципе тот народ, кому этот язык принадлежит. В этом ничего такого нет на самом деле. Ошибки действительно бывают, а поменять это не так уж сложно. Это можно быстро сделать. Поэтому, если такая ситуация происходит, пожалуйста. Но вы делаете корректировку. Конечно. Вот сейчас я, например, разговаривал не так давно с преподавателем абазинского языка. Он сообщил о ряде неровностей, скажем так. Ну, я сообщил, напишите вот списком прям попунктно, с комментарием, где, в каком разделе что нужно исправить, что перезаписать, может быть, мы исправим и загрузим. Азамат, вы планируете все диалекты воплотить? В идеале, да. В идеале, конечно, да. Но, опять же, да, но, опять же, будем смотреть на то, что кто откликнется. Самому все это делать, параллельно вести по другие проекты не получится. В это нужно окунуться с головой и только этим заниматься, чтобы, если не в кратчайшие сроки, то в адекватный, скажем, срок успеть все это сделать. На этом я свои вопросы закончу. Я благодарю тебя. Возможно, у моего коллеги есть ряд вопросов, которые бы он хотел озвучить. Угу. Ну, тема, конечно, очень большая, поэтому я задам всего лишь один вопрос. То, что вы делаете, архиважно, потому что использование современных технологий – это просто крайне необходимо, и коли мы хотим сохранить язык. Вот. Но помимо этого, я хотел бы затронуть другую тему, например, связанную с тем, чтобы насыщать интернет-пространство контентом, видеоматериалами на родном языке. К сожалению, приходится констатировать, что большую часть информации мы получаем не на родном языке в интернете. Вот создание материала, видеоматериалов на родном языке, мне кажется, это тоже очень важно. И хотелось бы, чтобы те же блогеры и так далее, чтобы их было как можно больше, чтобы они делали видео на родном языке. Вот что ты по этому поводу можешь сказать? Ну, первое, что скажу, какой-то видеоматериал по родным языкам на самом деле есть. Даже тот, о котором мы не знаем, можно посмотреть YouTube, там вбить название языка, и действительно какие-то материалы там есть. Проблема в том, что нет должного распространения, нет, скорее, даже должной рекламы этого. Логика примерно такая, скорее всего, что если человеку нужно, он загуглит, увидит и все, и воспользуется. А так, чтобы профильно именно прорекламировать, сказать, что вот, если у вашего ребенка или у вас там проблемы с языком, вы можете вот посмотреть вот это. Плюс, опять же, также все упирается в финансирование, потому что одно дело, не скажу, что это, конечно, легче или еще что, но камера, видеоматериалы,
На это тоже требуется большое время, как и на съемку, как и на монтаж, как и на сценарий. В принципе, вот вся вот эта концептуальная часть, она очень большая, как и обработка дальнейшая. Поэтому тут, опять же, это только добровольные начала, либо очень хорошо проспонсированный и продуманный проект. Азамат, можем ли мы оставить какие-либо твои координаты, чтобы люди могли с тобой связаться? Вы можете скачать само приложение Авдан. Да. При нажатии на абазинский или на адыгский язык там будет ярлычок контакта, и вы можете написать мне в Telegram. Хорошо, спасибо тебе большое, всех благ. Пусть все твои, ваши творческие и жизненно необходимые для горских народов идеи обязательно воплотятся. Спасибо, спасибо. Спасибо, да, это очень интересно, очень важно.